Всем привет! В этом видео постараюсь совершить первый выезд на багги. Но перед этим нужно сделать педаль сцепления, все проверить и протянуть все гайки, чтобы не получилось как с приводами из 8-й части. Между делом я обшил каркас прицепа, на котором повезу багги на ближайшую поляну. В предыдущей части я установил пятиступенчатую коробку передач от 41-го москвича и сделал для нее механизм переключения передач вместе с кулисой. После проверки мне показалось, что сцепление получилось жестким, так как рукой через рычаг его сложно было нажимать. Надеюсь, ногой при езде на багги мне не будет сложно нажимать педаль сцепления. Жесткость педали сцепления напрямую зависит от жесткости корзины и от длины рычага педали, который на нее нажимает. Перед тем, как приступить к изготовлению педали, еще раз проверил, как работает сцепление на заведенном двигателе. Я уверен, ты, как и я, любишь вкус победы и обожаешь доказывать свое превосходство. И я знаю, что тебе понравится. World of Warships — это морские сражения с грандиозным размахом. Здесь представлен военно-морской флот 20 века во всей красе, включая сотни легендарных кораблей — Аврора, Ямато, Монтана и многие другие. И они ждут тебя, смелого адмирала, способного реализовать весь их потенциал в бою с соперником. Начать путь к званию адмирала можно по ссылке в описании, а для славного начала ты получишь в подарок боевой крейсер Диана, 500 золота и 3 миллиона серебра. Из-за жесткости и удаленности коробки от педали я отказался от тросика сцепления. Буду делать гидравлическое соединение с помощью двух цилиндров от ВАЗ-2101 и тормозной трубки от ВАЗ-2108. Первым, что я сделал, это приварил площадку для педали из двух уголков. На них приварил педаль, сделанную по той же схеме, что и педаль газа с тормозом. Главный цилиндр сцепления будет находиться на площадке, которую я вырезал из толстой пластины. Просверлил для него отверстие коронкой по металлу. Разметил места крепления так, чтобы выходы из цилиндра смотрели наверх, для удаления возможных пузырьков воздуха из тормозной жидкости. Приварил площадку с закрепленным на ней цилиндром, строго напротив педали. К педали прикрутил скобу со штоком, только после подгонки приварил шток к скобе. Затем перешел к креплению второго цилиндра, который находится возле коробки. Но перед этим я изменю форму рычага вилки сцепления под рабочий цилиндр. Уберу изгиб и удлиню его на пару сантиметров. Площадку для цилиндра сделаю из той же 5-мм пластины. Приварил его к переходной плите так, чтобы можно было регулировать сцепление штоком рабочего цилиндра. Теперь можно соединить два цилиндра трубкой. В продаже я не нашел переходника с резьбы М10, которая находится на штуцерах тормозной трубки, на резьбу М12, которая нарезана в цилиндрах сцепления. И поэтому я сделаю магистраль сам, просто поменяю штуцера на трубке с М10 на М12. Срезал с трубки развальцовку и снял штуцер, с него мне нужно только кольцо. Взял штуцер, который подходит по резьбе к цилиндрам сцепления. Таким образом, эта схема будет работать. Для развальцовки трубки мне нужна оправка. Ее я сделал из двух металлических брусков, соединил их вместе и просверлил отверстие для трубки. Зажал между ними трубку и развальцевал ее конец с конусом. Перед этим надел на нее новые штуцера. Прикрутил один доработанный штуцер к шлангу, а его в свою очередь прикрутил к рабочему цилиндру. Другой штуцер прикрутил к главному цилиндру возле педали. Жидкость будет находиться в небольшом бачке, который разместил рядом с тормозным бачком. Соединил цилиндр с бачком-шлангом и залил тормозную жидкость. Магистраль разместил рядом с тормозной трубкой. Прокачал сцепление и попробовал проехаться на багги.
По первым впечатлениям, багги получилась очень резвой, теперь можно устроить первый выезд. Загнал прицеп в мастерскую. Пока своим ходом боюсь заезжать в прицеп, так как не привык к педали сцепления. Багги будет погружена в прицеп с помощью ручной лебедки, и если в ходе теста с багги что-то случится, ее всегда можно затащить на прицеп с помощью лебедки. Прицеп мне сделали немного не по размерам, после обшивки колеса задевали за борта, и багги не влазила в прицеп. Подумав, я просто заменил одно колесо на обычное, и багги легко зашла в прицеп. Зафиксировал багги ремнями и поехал на ближайшую поляну. Выгрузил багги с прицепа, поменял колесо и попробовал проехаться первые 100 метров. Не думал, что настолько резвый получится багги с таким двигателем, но мои расчеты меня не подвели. На всякий случай надел шлем, но и после этого не переключался выше третьей передачи, так как нет ремней безопасности, которые, кстати, ко мне пришли недавно. Фото с ними скину в Инстаграм. Попробовал тронуться с места с продолжительной пробуксовкой. Чувствуется, что двигатель душит регулятор оборотов. Это я еще заметил при первой проверке. Больше 2500 двигатель не крутится, но и при этом багги нормально едет и набирает скорость. Подвеска, в свою очередь, получилась сбитая и плотная, не жесткая и не мягкая. Также проверил выворот колес, покрутил немного пятаков. Верхние одинарные рычаги выдержали 2-часовую поездку. Думаю, они и дальше выдержат нагрузку, а если нет, переделаю их на 2 трубы. Нужно, наверное, подвести промежуточный итог. Самое главное, все узлы и агрегаты выдержали первую поездку. Это около 2 часов. 17 лошадей двигателя хватает за глаза для данного веса багги. Конечно, всегда можно поставить больше, но пока не вижу абсолютно никакого смысла. Конфигурация двигателя и коробки отлично показали себя в ходе теста. Сцепление работает хорошо, без пробуксовок, и оно не такое жесткое, как могло показаться в начале. В общем, теперь со спокойной совестью могу сказать, что данный проект можно повторять, и он имеет право на жизнь. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, комментируйте и делитесь этим видео с друзьями. А я в свою очередь и дальше буду продолжать делать для вас интересные видео.